Все, иду. Миша, мы с тобой! 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 Свободы, сеятель пустынный! Я вышел рано, до звезды, рукою чистой и безвинной, порабощенные бразды, бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их нужно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, дерьмо священное, да бич. Свободу палить заключенных! Свободу палить заключенных! Свободу палить заключенных! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Российские правозащитники давно и, я бы сказал, безуспешно защищают российских политзаключенных. И первые, кого мы говорили, люди, которые получили огромные сроки и отсидели уже практически по 10 лет, это Сутягин Данила. Вы слышали эти фамилии? Сутягин Данила. Это Сутягин молодой человек, который отсидел уже 10 лет. Данилов человек постарше, он отсидел почти 10 лет. И я должен сказать, когда взяли Ходорковского, на нашей конференции мы тут же объявили его политзаключенным. То есть не было никаких сомнений. В момент задержания, что это политзаключенный. Это означает, что Ходорковский к тому времени был известным общественным уже деятелем. Он не был просто бизнесменом. И было совершенно ясно, что его задержали по политическим мотивам. Но после этого мы убедились, что так и есть на самом деле. Это первое. И он уже отсидел 6 лет, и мы должны требовать его освобождения. И требуем его освобождения. Теперь второй процесс. Что такое второй процесс? Второй процесс принципиально отличается от первого. И вот второй процесс мы уже сравниваем с процессами 30-х годов. Если первый процесс был похож на процессы другие, ну там были подмены, там не давали адвокатам выступать, были потери документов, были, так сказать, не выслушали свидетелей защиты. Но это обычно бывает в наших судах. А второй процесс похож на процессы 30-х годов. То есть Россия сделала колоссальный шаг, когда начался этот процесс. Это когда, что такое в 30-х годах? В 30-х годах видимость была закона. Был прокурор Вышинский, который обвинял, сидели судьи, давали показания заключенные, их обвиняли в самых безумных вещах. Допустим, кто-то там был, он сразу на несколько разведок работал, там японскую, английскую, немецкую, ну и так далее и тому подобное. Это были абсурдные процессы, но тем не менее это транслировалось на всю страну, и вся страна, так сказать, ну как бы отчасти верила, что это так и есть. И именно сейчас это происходит. Происходит такой же абсурдный процесс, который не должен происходить. Это транслируется на всю страну, делаются заказные ленты, как вы видели, на канале НТВ их чаще всего показывают. И людям впендюривают эту мысль, что это люди, которые разваливали страну и так далее и тому подобное. Поэтому, ну чем отличается сейчас время от 30-х годов? Тем, что мы сейчас можем защищать этих людей, что мы можем публично выступать, мы можем проводить этот пикет. И поэтому ситуация не так безнадежна, как было в 30-е годы. Вот мы сейчас создан такой общественный комитет защиты Ходорковского-Лебедева.
туда вошли люди, которые наблюдали над этим процессом и которые влияют на общественное мнение. Это известные политики, известные правозащитники, журналисты и так далее. Но на самом деле, вот все, кто здесь присутствует, это на самом деле уже движение в защиту Ходорковского лебедя. И наша задача распространять информацию. Если у нас нет телевидения, значит, мы должны приходить к соседям и говорить. Я думаю, что мы в ближайшее время напечатаем большим тиражом некую брошюру, в которой будет сказано то, что мы сейчас говорим. И мы надеемся, что вы будете раздавать эту книгу своим соседям и говорить правду об этом процессе. Уже, я должен сказать, что сидят ведь, Ходорковский сидит 6 лет, Пичугина арестовали раньше, он сидит уже 6,5 лет. А у нас получили Алексей Пичугин, я говорю сейчас, да? Нет, Алексея Пичугина пожизненно посадили. И он сидит пожизненно. Но никто из этих людей, им говорили, Пичугину говорили, сдай Ходорковского. Оговори. Но он получил пожизненно, представьте, подвиг этого человека. И о них тоже мы должны говорить. Поэтому мы должны сплотиться и добиваться прекращения этого процесса. Наше требование – свобода, немедленная, не надежда на то, что будет справедливое правосудие, а немедленное освобождение Ходорковского и Лебедева. И я хочу напомнить, что настоящая перестройка началась тогда, как Горбачев освободил Сахарова и освободил других политических заключенных. Поэтому Медведеву мы не верим, пока не выйдут на свободу политические заключенные. Только тогда мы можем поверить Медведеву, что он хочет что-то сделать, когда Ходорковский, Лебедев, Сутягин и Данилов окажутся на свободе. Свободу политическим заключенным. Вот, ну, в заключение я тоже хотел бы, в заключение выступления, да, сказать пару слов. Просто здесь много говорилось лично о Михаиле Ходорковском, но надо же вспомнить о том, что это не просто личная трагедия Ходорковского как человека, но это еще и процесс как символ. Символ разрушенного правосудия и символ вот тех 6 лет, пока мы откатываемся к настоящему средневековому строю, где право человека ничего не значит, где судьи выполняют роль марионеток, где, как мы видим, средства массовой информации абсолютно не имеют независимого голоса. А что устроили с выборами, мы только что с вами видели в Москве, это цирк Шапито. Да, и вот поэтому власти сделали из Ходорковского политический процесс. Если можно посадить Ходорковского, то у каждого из нас это сделать будет еще проще. И власти будут держать его до тех пор, пока они понимают, что есть такая угроза под названием граждане России, которые тоже хотят отстаивать свои собственные права и которые хотят иметь право голоса. И силовики, а именно Владимир Путин, Игорь Сечин, а вместе с ним и Дмитрий Медведев и вся эта прочая организованная преступная группировка, сидящая в Кремле, надеется на то, что мы рано или поздно забудем об этом процессе и будем воспринимать дело Ходорковского просто как часть российского антуража, как Красная площадь, я не знаю, как балет и прочее. Вот будет, есть еще и Михаил Ходорковский. Но они зря надеются, мы видим, что тандему осталось уже жить недолго. Мы видим, что начинается кризис, и власти не знают, как на него реагировать. Мы видим, что бунтуют уже даже марионеточные партии. И Медведеву приходится писать всякие либеральные статейки на сайт Газета.ру, надеясь, что рано или поздно ему за них будет милосердие, и его сочтут за своего. Но, как вы видите, его своим никто не считает, потому что мы знаем, кто что из себя представляет и кто за что должен нести ответственность. И мы не будем дальше ослаблять внимание с дела Ходорковского, и каждый наш следующий митинг будет набирать больше